Итак, друзья, всем привет! Я не могу пройти такой проект, как Avalon Technology мимо. И хочу снять коротенькое видео. Меня просто поразила администрация и поразило вообще отношение к инвесторам. Я знал о этом, но сейчас я так коротенько, я думаю, так в пару минуток я влезу, расскажу вам, что произошло и как. Это вы видите заставочку с моего телеграм-канала. Посмотрите, у меня там видео есть. Перед этим видео будет 3 видео про Avalon. Что и как. То есть я не говорю, что проект не платит. Он платит, возможно, отдельным людям, платит, возможно, кому хочет, платит, возможно, блогерам. Мне буквально, скажем, платил, еще месяц назад платил. Но потом произошла такая интересная штука. Второй раз, не это же, вторая ситуация, которая, скажем так, остановила мои выплаты. Первую ситуацию я решил. Нормально, да. Вторую ситуацию меня уже вводят за нос, туда-сюда, обратно, ничего сказать толком не могут. Вот. И, я решил не ждать, и, в принципе, нет смысла. Нужно показать так, как есть, чтобы люди знали. Хотя многие знают. Мне кажется, что администрация и вообще их проект ведет себя по принципу, знаете, как все новое, хорошо забытое старое. А типа как мы там перестанем платить там некоторым людям, они там отработали свое, им хватит. Вот, или типа таких вот мыслей, а придут другие. То есть буквально еще полгода назад про Avalon шумели, что он вот не платит вообще, там никому не дает, банит вклады большие. Да, но в принципе в моих предыдущих видео посмотрите, я говорю, что я не инвестирую большие деньги, я играю с малыми, может за счет этого я и проработал с ними так долго, более года, почти по 1,5 года. Вот. Но тем не менее, пришла, значит, моя очередь. Сейчас расскажу и покажу почему. Значит, смотрим. Вот так сейчас выглядит мой вход на сайт. То есть мало того, что я рассказал в предыдущем видео, у них домены менялись. Это в принципе ничего страшного. Там документы пробивали, пробовали мои друзья, то есть искать в стране именно подтверждение. Да, их компания там официально зарегистрирована была. Были там даже какие-то там с налоговой там бумаги. То есть было, есть. И вот что у меня пишет. Сотрудничество прекращено. Мой ID, так-то, так-то. Любые угрозы, шантаж, типа в адрес руководства компании, распространение информации, родящей репутации, потерям компании может повлечь за собой блокировку аккаунта без дальнейшей возможности заработка проекта. То есть они мотивировали тем, что я им как-то угрожал, что я шантажировал, да? Вот статус заявки рассмотрено. А скажу почему. Заявку я подал, потому что здесь как бы было изначально вот такое вот. Вот такая, видите, первая табличка была. И здесь вот написано четко: подать заявку на возобновление сотрудничества. Я ее подал после того, как я создал в ВК специально профиль для того, чтобы связаться с администратором. Это мне настоятельно говорили онлайн-консультанты, что мы ничем помочь не можем, хотя там есть почта. Почта не отвечала мне, наверное, недельки 2. Говорили, обратитесь в ВК. Сделал, зарегистрировался в ВК, то есть профиль. Сейчас я покажу это все. Начал общаться с администратором. Там что-то тоже такая непонятная история. Вот. Подал заявку, и в заявке мне пишет, что вы же читаете. Смотрите, что самое интересное. Заявка номер 748 от 2022 года 05-10, то есть 10 мая. А возобновить сотрудничество за 500 рублей, да? Цена, цена актуальна до 30.04.2022. То есть все у них через одно место с самого начала. Да ладно, проект платил, и думаю, пускай себе платит. Каждый же хочет получать средства, да, независимо от того, там есть какие-то там А, Б, там запятой, там нет, еще какие-то ошибки, вот такое. Да, но самое, что интересно, видите, да, вот здесь у меня пишет, вот, 7 Федор 7, остатка средств рубль 42. Рубль 42. Как это получилось? Получилось, сейчас я вам покажу нашу переписочку. Вот, я создал профиль специально в ВКонтакте. И как бы вышла на такого руководителя вот ихняя Кристина Лобанова.
Вот, она в ВК есть, и началось. Смотрите, я ей писал, что добрый день, я участник вашего проекта и все такое, и показал ей вот такой вот скрин. Вот скрин. Это моя заявка на вывод после отработки 28 дней. То есть это заявочка предыдущая, то есть это статус заявка на вывод. Я средства вывел, сумма 1357 рублей, да. Но реинвест тело 300. У них, как бы в плановом порядке было, что тело оставляешь, выводишь только процент. Я, в принципе, так и делал с ними, почти работал так год. Удачно. Чуть, может, менее, там один раз выводил полностью сумму, чтобы перезапуститься. Вот. И, по идее, как? Делаешь реинвест, я делаю реинвест, а потом делаю вывод. Вот получилось, что я. Там 4 с чем-то тысячи было общее. Сейчас не могу показать, потому что аккаунт заблокирован. Я 3100, по-моему, или 350 кидаю на реинвест. 1357 вывожу. Но в истории на вывод мне присылается вот такая вот заявка. В предыдущих видео посмотрите, там есть. Я сейчас не буду это ковырять, потому что здесь выйдет целая история. Вышла такая вот заявочка, что мы вывели вас в плюс 100% доходность, и они со мной прекращают сотрудничество. Либо я должен внести всю сумму, то есть новую сумму, да? Но, тем не менее, они мои те 3 с чем-то тысячи на реинвест взяли. Это ведь мои деньги, я их мог вывести все полностью, правильно? Правильно. Я начал писать им, что, если по-правильному, значит, верните на баланс мне то, что я реинвестировал. Мало того, что я потерял 28 дней. Верните мне на баланс то, что я реинвестировал. Я их заберу, выведу и заведу вам опять. Это раз. Это первое, то, что я им сказал. Но это не проблема. Во-вторых, у меня сумма, они говорят, что вывели меня в 100%. Сейчас я вам коротко покажу. Вот, смотрите, опять же я перешел на свой YouTube канал и вам показываю вот это вот последняя запись об Авалоне. Найдете, посмотрите. Она у меня сделана за 17 ноября, видеозапись. То есть здесь видите, когда общая сумма внесенных на депозитов 14 тысяч, здесь на вывод 22. То есть в конечном итоге у меня здесь получилось что-то там около 16 или 17, а на вывод 34, да? Но если вы посмотрите все видео, хотя бы не надо видео, все можно последнего взять. Я сюда по факту в Авалон завел только буквально там личных денег 1000 или 1300 там рублей, я не помню. Все это дело я делал реинвестами, только реинвестами. Господа, я уже здесь сделал x15 почти, наверное, или x20 даже, я не помню. Там, не x20 точно, но x15 это сделал. Какой выход 100%? Какой? Какой вывели 100%? Вы меня в больше вывели. Получается, что я начал искать по сайту, где у них это прописано. Я просил администрацию, я говорю, покажите мне в правилах, где у вас такое написано, что вы вот не даете людям работать или не работаете с людьми при выходе в 100%. Такого нет. Нигде написано, я такое первый раз слышу. Я говорю, я расскажу, сниму видео у себя на канале в Telegram, говорю, выставлю пост, что вы не платите. И после этого у меня делается что? Блокировочка. Не это, а делается блокировка. Это на основе того, что я им написал, что, ребята, мне покажите, где написано, что вы прекращаете сотрудничество, если вы вычислили, то есть вывели меня в 100%. Где такое написано? Это раз. Во-вторых, кто вас шантажировал? Я сказал, что я просто напишу ваши действия. Я имею полное право, да? Если вы такая вот реальная официальная компания, дорожите своими клиентами, людьми, то есть инвесторами и все такое. Это полный писец. Я еще раз говорю, я не говорю, что компания не платит. Она платит, но она платит, наверное, только тем, кому хочет, или тем, кому выгодно. Я ей был очень, скажем так, может быть, не очень выгоден, потому что рефералов, практически партнеров я не приводил. То есть, кто хотел, тот и шел. Кто не хотел, тот и не шел. Просмотров, конечно, много.
Ну вот переписочка вот так вот здесь есть. Я вот так вот ее медленно опущу вниз. Посмотрите, что мы тут писали. Вернее, что я писал. И что мне отвечали. Вернее, это сначала я писал. Но я здесь писал полностью объяснение. Для того, чтобы я сейчас вам не объяснял, не говорил вот это все заново. Потому что это будет очень длинный текст. Я вам покажу. Потому что это было свежая фактически запись. Там буквально спустя там неделю-две. Пока я зарегистрировался в ВК. Пока я все вот это вот сделал. Видите, да? И вот такая вот Кристина Лобанова там есть. Я не знаю, насколько она Кристина, насколько она Лобанова. Но, тем не менее, все вот это вот было. Еще с 5-го, наверное. Я уже неделю уже жду. Ничего там не было. Никаких записей, никакого решения. То есть не просто, не знаю, тянут все время, не тянут. Ну, мне, короче, надоело. Вот, так какая цель этого видео? Показать вам, что будьте осторожны, кому платят. Да, забирайте потихоньку свои средства, по чуть-чуть, то есть работайте, пока работается. Как только у вас начались проблемы с выводом или еще что-то, все, можете забыть о каком-то решении. Я первый раз, наверное, там случайно, потому как я бы вывел всю сумму, хотел вывести, они мне ее не дали вывести, объяснили, что надо сделать половину, не половину, а тело получить на реинвест, а проценты забирать. Я не знаю, как я договорился, то есть я это сделал и работал еще более полгода, месяцев, наверное, 7 или 8, даже, наверное, больше, 9, тоже там видео у меня есть. И все. Но вот это вот меня уже просто добило. Себе сами решили, что они прекращают в одностороннем порядке работать. Сами. Ну, подал заявку туда-сюда, думал, ну, может, там еще Кристина решит, эти решат. Они в заявке вообще написали от такого-то числа и от такого-то числа. То есть возобновить сотрудничество за 500 рублей. Даже если я им посчитал, заплачу 500 рублей, пример, образ, у меня здесь написано четко и ясно, что вот цена актуальна до 30.04.2022. Скажите мне, где у меня уверенность, гарантия, ну, про гарантию я так сказал просто для словца, что они мне не напишут, что вот мы же вам написали, до какого числа была актуальная цена, а сейчас не актуальна. Все. И я им ничего не докажу, потому что здесь есть дата, до которой цена была актуальна. Получается, если я проплачу, будет ошибка моя. И тем не менее, мне никто ничего не отвечает. То есть, как компанию Avalon, или как они там представляют себя, я не могу рекомендовать, потому как как-то неправильно это все поступили, неправильно. Но опять же говорю, я не говорю, что она не платит. Платит. Пока платит, получаете деньги. Перестанет платить, можете даже не рассчитывать на то, что вам пойдут навстречу. Или еще каким-то образом вам помогут. Потому что вы никому не интересны. Вы, наверное, интересны до той поры, пока там как-то более-менее хотя бы люди ходят, там присматриваются по вашей ссылке, там еще что-то такое. Хотя мои партнеры, которые заходили подо мной, до сих пор зарабатывают. Но есть такие, которые и потеряли. Все, друзья, может немножко видео длинненькое получилось, но я должен был сказать то, что должен был сказать. Все. Всем удачи. Ссылочка будет на мой телеграм-канал, телеграм-чат чуть-чуть ниже под видео. Ну и в принципе наблюдайте за каналом. Будут какие-то интересные новости, проекты. Я все покажу, все расскажу. Удачи!